Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И, наконец-то, наступила весна в Турции. Сегодня у нас 1 марта, друзья. И с мужем решили походить по магазинам. Сегодня у нас суббота. Одного ребенка мы оставили на рисовании, второй у нас со старшим сыном дома остался. Ну, маленьких, короче, мы всегда на выходных либо на рисовании, либо со старшим оставляем и идем по делам своим. Сейчас вот как раз мы приехали в парикмахерскую, муж у меня там стрижется, потом мы хотим пойти за мясом. Я хочу вам показать, сколько сейчас стоит мясо. И знаете, погода сегодня прям идеальная, птички поют, солнышко светит. Время сейчас у нас где-то 11 доходит, и температура 14 градусов. И знаете, температура вечерами сейчас прям вот на потепление. Я посмотрела, вставлю вам тоже кадр. Сейчас еще с вами вместе узнаем, сколько стоит стрижка. Как муж выйдет у меня с парикмахерской, я у него спрошу, обязательно вам расскажем. Вот. А потом мы хотим еще прогуляться по набережной, в общем, вместе с вами поболтать. Короче, возьму вас сегодня на прогулку. Ну а завтра мы собираемся в поход, друзья. И знаете, мы куда едем? Мы едем на водопады. Мы были на водопаде недалеко отсюда. В этот раз мы едем, говорят, что там самый красивый водопад. Я не знаю, в Мерсине имеют в виду или в Турции во всей, скорее всего, во всей Турции водопадов красивых много. Но здесь, скорее всего, это в Мерсине самый-самый такой большой, самый красивый водопад. И мы туда завтра отправимся вместе с вами. Сегодня первый день марта, а значит, это официально уже пришла весна. Всех поздравляю с весной, с первым днем весны. Наконец-то, да, земля начинает оживать, хотя здесь она всегда живая, круглый год зелено, птички поют, но все же вот недавно, которые были холода, прям было очень холодно. Мы вот обычно вечерами прогуливаемся после того, как уложим детей спать с мужем, и даже вот вчера мы ходили на прогулку. Кстати, обнаружили вчера магазинчик такой классный, где продают и русские продукты по нашей улице прям. Раньше мы туда не заходили, это продуктовая лавка, куда я обычно не заходила. И вот недавно буквально, ну то есть вчера вот мы зашли, там столько вещей, столько всего. Я вам, если смогу, засниму это, покажу. В общем, вчера, когда прогуливались, мы прям ощутили вот это тепло уже. То есть ощутимо теплее стало вечерами, тоже ночью получается. Мы вышли где-то 10:30 и прогуливались мы где-то до 12 ночи вместе. И знаете, вот такая вот погода, когда у нас вся молодежь начинает выходить на улицы и сидеть на лавочках. Да, и ведь самое главное забыла сейчас. Месяц Рамадан – это месяц, когда мусульмане соблюдают пост. У нас у татаров называется это ураза айе. Здесь как-то вот другое слово, тоже как ураза, наподобие розач. Как-то, ну, короче, вот, в общем, у них тоже день, то есть месяц поста, да, они будут поститься в конце. Там, получается, у нас у всех будут праздники в конце марта, в начале апреля. И все турки обычно отдыхают, гуляют. Вот даже недалеко от нашего дома устраивают такой вот пир прям на весь двор рядом с школой. Мы в прошлом году там были. У меня даже есть шортс на канале, я это засняла, где нам, ну, там раздают бесплатную еду. В общем, все, в принципе, как у нас у мусульман, у татаров. И вчера даже вот я засняла, уже на двери было повесено хайрле Рамадан. В общем, друзья, здесь у них все серьезно. Так, приехали мы к банкоматам, у меня муж снимает деньги сейчас, и потом пойдем за мясом. Банкоматы, кстати, находятся вот здесь вот возле отеля Гёксу. Почему этот отель, он находится в центре города, почему этот отель называется Гёксу? Потому что здесь протекает река Гёксу. Ну что, снял деньги? Да. А жене? У жены тоже должно быть хорошее настроение. Вау! Спасибо, любимый. Ну что, как и обещала, идем на набережную. Уже на набережной прогуливаемся.
Сегодня 1 марта. Кстати, я уже поздравила подписчиков. И первый день Рамазаное. Рамадан. Первый день весны. Кстати, первый день Рамазана. весны. Да. И скажи, как будет ураза по-турецки? Помнишь, ты смотрел? Оруч. Оруч. У татаров, в общем, ураза это пост. А по-турецки получается оруч. Мы сейчас вот выходим на площадь. Вот такую вот здесь обычно всегда проводят всякие мероприятия. Вот здесь вот, как я и говорила, протекает речка Гёксу. Люди сидят, вот, пожалуйста, читают газету. И здесь вот проводят иногда на площади концерты всякие. Сюда приезжают артисты, певцы. Короче, у нас в Газипаше, когда мы жили, тоже такая же площадь была, но там она была поменьше. Здесь, конечно, побольше. Хорошая сегодня, да? Течение сильное. Иногда бывает вот эта вот река. Мельчает, да. Ну, короче, ее меньше становится. И здесь вот не настолько шумно. Сегодня прям хорошее течение, прям шумит река. Вот, и здесь проходит каменный мост. Если даже вы посмотрите в гугле, в интернете, он есть, каменный мост в Селивке. А по-английски? Забыла. Стоунбридж. Стоунбридж, да, Стоунбридж называется. Посмотрите, интересно кому, если. Нашли местечко классное. Кстати, в куртке очень жарко. И молодец, что кожанку одел. А я вот не переодела. В общем, позади нас вот здесь вот прям можно попить чай. Здесь обычно все турки сидят, пьют чай. И даже пост получается. Вот есть люди, которые не держат пост. Ну, так как сидят, чай пьют. Обычно пост держат с утра до того, как солнце выходит, кушают. И только после того, как солнце уходит, да, начинают. Да, После заката только, получается, они начинают есть. Еще здесь есть такая особенность в Турции. Может быть, если получится, я засниму вам. Короче, какой-то такой звук, как будто бы что-то такое, типа выстрелы из пушки, слышите? И как раз начинает мулла петь, а здесь он имам называется, и все начинают есть. То есть не прям петь, а читать намаз. Читать, да. И, в общем, это прям слышно в любом месте. То есть это такой звук, который уже определяет то, что можно есть, короче. Вот. А с утра, получается, до восхода солнца все наедаются и целый день не кушают, не пьют даже. Даже вот, в некоторых случаях даже вот, пишут, что как будто даже слюну нельзя глотать. Правильно же? Да. Вот такие вот правила. Вообще у меня бабушка ураза всегда держала раньше. Сейчас ей уже 88 лет. И она уже говорит, что по состоянию здоровья, не получается, держать. Тебя кто-нибудь держал в семье? Конечно. Кто? Бабушка, тети. Бабушка, тети, да? В общем, видите, похожи очень сильно традиции. У нас, в принципе, все то же самое было. Села на велосипед и хочу рассказать. Тут сейчас вот за мясом поедем. Если продолжать тему салонов красоты, здесь часто можно увидеть мужчин. Особенно вон там вот мальчик стоит. У него лицо все в белом. Получается, что они здесь маску всегда наносят. А вот он спрятался. А вот он выходит. Можете наблюдать белое лицо. Они всегда вот так вот ухаживают. В общем, здесь больше ухаживания идет за мужским полом в салонах, нежели девушками. Было написано Рамазан Мерсинде, Мутуллык, Димек, Хайрли Рамазанлар. Короче, вот так вот у них и везде написано Хайрли Рамазанлар. Вот я не знаю только, как надо говорить. В общем, у нас обычно говорят
Рамазан аем мубарак булсын, типа того. Здесь, наверное, то же самое. И вот мясо. Мясник. Получается, как раз тут мясо привезли. Сейчас я вам покажу, как они разделывают. Похоже, это баранина. Merhaba. Şimdi Ramazan ayı mı? Evet. Ne söylemek gerekiyor? Ramazan ayı kutlu olsun. Yok mu? Ramazan ayı Ben de bilmiyorum. mübarek. Hoş tuttum. Hoş tuttum. Sen tuttun mu? Ben tutmadım. Biz de tutamadık. Siz de tutamadınız mı? Говорит, вы, говорит, держите Рамазан. Ama Уразу типа. oruç tutmak sevaptır. Biz Rus değil, biz Tatar, Müslüman. Müslüman işte tutmak zorundayız. Evet ama bizim anneler, neneler tutuyorlar. Şöyle tamam işte. Рамазан ayı, говорит, не знаю, говорит, как будет. Типа, ну, как говорить, Рамазан ayı mübarek olsun или как. Biz de ne biliyoruz? Короче, пришла баранина, а ne kadar? Ne? Ne kadar şimdi? Bu mu? Et. Aynı fiyat değişmedi. 650. 650 lira değişmedi. Дана эти, да? Aynen. Ага, все мясо за 650, говорит сейчас. Bize dana mı lazım? Biz dana, evet. Ne kadar? Нам говядину. Bizim dana kima gerekiyor? Burger için. Ne kadar lazım? 1 kilo mu? 1 kilo. 1 kilo, 2 kilo. Самый хороший кусок. En güzel bizim için. Для нас. 1 kilo mu lazım? 1 кило опять. Смотрите, какое хорошее мясо. Обалденное. Ага. Вот здесь вот получается Каррефур, Бим. Каррефур это по нашей улице, Сарыджалар. И вот здесь вот магазин Бейза есть. В общем, вот здесь вот курицы хорошие. Сюда приезжаем покупать куры. Я вам говорила, и сейчас тоже зайдем. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Здесь помимо куриц еще есть молочка, смотрите, кому надо. Вот. Я не знаю, это в принципе все то же самое, что и магазины, как будто бы. Но, в общем, курицу вот здесь вот покупают многие, сами же жители. Вот, и цена. Грудка 165 лир. Ножки 110. Крылышки 175. Есть вот курочка другая, смотрите. 95 лир цельная курица. Если же брать вот эти вот окорочка, то вообще 90. Но, я так понимаю, вот прям со значком халяль. Курицу, наверное, возьмем мы цельную здесь. И, в общем, посмотрим, что еще взять. По ценам вот показала. В принципе, вот можете сюда приходить, покупать. Называется Бейза магазин. Здесь так чистенько. Прям хорошо. Еще мы решили заехать в Каррефур. Сейчас посмотрим, привезли ли рыбку. Сегодня суббота. Возможно, сегодня даже привезли. Вот. Но запах рыбы есть, значит, есть рыбка. Ну вот, да, только-только привезли, получается. Ну, только сибас, да. Красной рыбки нет. 299 лир стоит. Раба. Раба. Короче, килограммчик 299. А, еще чупра. 249. Кстати, недорого. Можно чупру попробовать в этот раз купить. Раньше, я помню, вообще постоянно только чупру и брали. Пользуясь случаем, хочу показать цены. Пока нам чистят рыбку, сыр. Смотрите, нам как раз на бутербродике в поход нужен сыр. И вот здесь вот, да, сыры по 150 лир. Вот такие вот для бутербродов. А вот мы обычно, вот не помню, то ли в Шоке, то ли в Биме покупаем за дешевле. Там 80 с чем-то было. Есть, конечно, вот такие вот отдельные. Но я обычно покупаю вот такой прям. Поэтому здесь мы не будем брать. Ну, в Каррефур я еще приду. Обязательно засниму вам все цены. Азалия, убери-ка руки, я сниму. Как она вот так вот не делает. Вот, ко мне собачка пришла, такая
Хароса. Еще, смотрите, с ремешком. Чья-то как будто бы. Да, сегодня прям животные ко мне липнут. И прям вот рядышком что-то терутся, что-то постоянно. Не пугай. Подходит. Алмаз. Смотрите, сколько здесь животных. И там вот лежит. Не И пугай. здесь вот. Даже две кошки. Маша, я Кушать гладила дали им, да? собаку. Да, кто-то насыпал. Ну, а это прям вообще, прям пришла прямо. Вот прям, да? Как тебя зовут-то? А? Наверное, ход. Наверное, ход? Да. Ну, когда я посмотрю на него, ну-ка, видео подписчикам покажу. Ну, посмотри сюда, иди посмотри сюда, ну посмотри, смотри, какая умная. Какая она умная. Прям мордочку засунула. Ты как классная. Я хочу этого маленького погладить. Короче, время уже послеобеденное. Мы с детьми вышли прогуляться. Руслан купил кофе. В общем, съездил за кофе. Мне купил латте, себе, наверное, капучино. И мы, короче, зачастили вот у этих покупать кофе. Была недавно компания это Индирим, скидка. Было 150 кофе, да? Второй бесплатно. А сейчас сколько стоит? Ну, 150 и 140. Короче, 150-140. Вот такой вот кофе. Смотрите, насколько спотела Азалька. Хотя мы одели курточки и сняли. То, что они бегают. Сейчас действительно очень жарко, прям на солнышке хорошо. Когда устану, я попью. И, друзья, мы уже дома, пришли, устали очень сильно, целый день гуляли. Сегодня получился такой весенний прям ролик с настроением. Надеюсь, он и вам настроение поднимет. Все-таки вот монтирую с душой. Ставьте лайки, обязательно напишите комментарий, обязательно кому-нибудь отправьте из знакомых. Я знаю, что у каждого будет хоть один знакомый, которому, возможно, подойдет этот ролик. Пожалуйста, прям не скупитесь на этом. Это для меня очень важно, потому что я все-таки стараюсь. И снимаю, и монтирую. Вот сейчас, кстати, сижу, монтирую. Сейчас вот как раз с вами договорю, домонтирую. Мне нужно это все быстро сделать, еще подготовиться к завтрашнему походу. А поход завтра будет очень интересный. Даже там будет, как нам сказали, фаер-шоу в честь Масленицы, что ли, что-то такое. В общем, мы об этом даже не знали, вот недавно только узнали, посмотрели. Мы вообще планировали вот именно на водопад. Вот, завтра мы выезжаем где-то в 10-10:30, уже в 11:30 мы на водопаде, дальше там пикники, вот это вот, потом... Я вот только узнала, что во время Масленицы что-то через костер, что ли, прыгают, что-то такое. Я не знаю, в общем, вообще эти традиции, кому интересно, кому известно это все, напишите. Вот, сегодня вот так вот закончила, конечно, ролик, потому что мы еще встретили друзей своих, да, и там уже в конце не было возможности доснимать. Дети устали, мы приехали домой где-то в 7 вечера. Еще мне надо было быстренько зажарить рыбку. Да, мы купили чупру в итоге. Короче, постаралась прям вот все, что могла, вложить в этот ролик, чтобы вы как будто бы были рядом и все это видели. И проживали вместе все это с нами. И завтра тоже так же постараюсь, чтобы прям каждый момент запечатлеть, чтобы вам было интересно, душевно, хорошо, приятно смотреть ролик, чтобы вы прям насыщались приятными эмоциями. Это самое главное. Насыщайте себя каждый день приятными эмоциями. Живите, привыкайте к этим эмоциям, потому что чем больше вы привыкаете к таким эмоциям, тем больше ваша жизнь насыщается и будет подобной. Если вы будете насыщать свою жизнь негативными эмоциями, также они будут
присутствовать больше в вашей жизни. Поэтому работайте каждый день над тем, чтобы ваши дни проходили прям в удовольствие. Всем желаю счастья, радости. Балуйте себя, берегите себя, дарите друг другу позитив. И, конечно же, мирного неба над головой. До завтра!